Всем привет! И с вами канал о вязании крючком Василя Книц. Хочу вам показать, как легко и быстро можно связать вот такие вот варежки из плюшевой пряжи. Данный мастер-класс подходит для новичков. Варежки очень мягкие, теплые. Мы научимся вязать резинку и делать бесшовное соединение. Шва у нас нигде не видно. Для вязания я использовала плюшевую пряжу от фирмы Yarn Art Dolce. Здесь у нас в 100 граммах идет 120 метров. На данные варежки ушло меньше мотка. Вот от моточка остался небольшой остаток. Также нам понадобится крючок номер 5, крючок номер 6, пластиковая игла с большим ушком и маркер. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы. Для начала сейчас мы будем провязывать резинку. Она у меня получилась шириной 5 сантиметров. Если вы хотите побольше, то изначально набирайте больше воздушных петель. Я для своей резинки буду набирать 8 воздушных петель. Берем крючок номер 5. И плюшевую пряжу предварительно нужно опалить кончик, для того, чтобы она не осыпалась. Делаем петлю, затянули. И теперь набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее мы провязываем во вторую петлю от крючка. Вот первая петля во вторую. Вводим крючок и провязываем столбик. Здесь первую петельку я отмечу маркером для наглядности, чтобы вам было понятнее. Вот провязали первый столбик, далее вяжем в следующую, второй, третий и так далее до конца провязываем столбики без накида. В первом ряду у вас должно получиться 7 столбиков. Далее делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и провязываем во вторую петлю от крючка, только мы захватываем заднюю стеночку полупетли. Вот у нас первая, вторая петля, вот идет косичка, захватываем заднюю стеночку и провязываем столбик. Далее находим следующую, также провязываем столбик. И в конце, вот я здесь отметила маркером, самую последнюю петлю мы провязываем за обе стеночки полупетли. Не только за заднюю, а захватываем обе стеночки, для того, чтобы у нас край изделия был ровный. И у вас также во втором ряду должно получиться 7 столбиков. В каждом ряду будет по 7 столбиков. В конце всегда делаем одну воздушную петлю, снова переворачиваем. Вяжем во вторую петлю от крючка за заднюю стеночку полупетли. Провязываем столбики до конца. И в конце не забываем самую последнюю петлю мы провязываем за обе стеночки полупетли. Вот в конце последняя петля. Провязываем за обе стеночки. 7 столбик. Далее ряды повторяются. Также делаем одну воздушную петлю, переворачиваем и вяжем. Таким образом мы должны провязать 20 рядов.
Вот я провязала 20 рядов, и теперь мы сделаем соединение. Складываем пополам. Вот у нас петелька. Мы заводим крючок на второй половинке, захватываем эту петельку. Ниточка рабочая у нас лежит снаружи. Теперь мы провязываем соединительные петли. Заводим крючок под следующую петлю, и с этой стороны также мы находим петельку, вытягиваем и провязываем соединительный столбик. Далее в следующую, на второй половинке, и вот таким образом провязываем соединительные петли. Провязываем последнюю, захватываем крайнюю, и здесь точно так же крайнюю петлю. Вот таким образом мы сделали соединение. Затем необходимо ее надеть на руку и посмотреть, как она продевается. Если слишком туго, допустим, то вы можете добавить сюда ряды. Либо может слишком свободно, тогда уменьшить ряды. Теперь мы берем крючок номер 6. Вот мы закончили здесь вязание. Продеваем крючок в петельку и провязываем. Мы провязываем здесь один столбик. Далее находим сразу же рядом, вот здесь вот идет петля. Сюда мы провязываем второй столбик. И вот эту вот петельку мы сейчас отметим маркером. Так как мы будем вязать по спирали, и сюда мы будем в следующем ряду делать соединение. Каждый раз мы будем отмечать маркером первый столбик. Итак, у нас теперь здесь идет первый, второй столбик, и далее мы провязываем в каждый ряд по столбику. Вот у нас идет как бы бороздка такая, мы провязываем сюда столбик, затем вот углубление, вот сюда провязываем бороздка в углубление по одному столбику, и всего в первом ряду у нас получится 22 столбика с учетом вот этих вот двух столбиков, и в каждый ряд по одному столбику. Вот углубление идет, сюда мы провязываем, вот она бороздка. И так по кругу провязываем столбики без накида. Делаем соединение первого ряда. Для этого вот здесь, где мы отметили, заводим крючок сюда, вытягиваем петлю и провязываем столбик. И данную петельку можно сразу же отметить. Вот мы отметили. Далее находим следующую петельку и сюда уже провязываем столбик без накида. И далее движемся по кругу и провязываем столбики. Вот мы их провязываем между столбиками. Их также должно быть у вас 22 во втором ряду. Показываю еще раз, как мы делаем соединение. Заводим крючок вот сюда, вытягиваем петлю и сразу же ее провязываем. И данную петельку мы отмечаем. Вот у нас уже есть первый столбик. Входим в следующую петлю и провязываем столбик. И так двигаемся по кругу до конца. Получается, так мы должны провязать с вами 5 рядов всего. Вот первый ряд, второй, третий, четвертый и пятый вяжем. В каждом ряду по 22 столбика.
Вот я провязала 5 рядов, сделала соединение. Далее провязываем 6 ряд точно так же, столбики без накида, только в конце мы оставляем где-то 7-8 петель оставляем, и мы там сделаем отверстие для пальца. Сейчас провязываем столбики без накида. Вот в конце 6 ряда у меня здесь осталось 7 петель. Я делаю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Также здесь я отсчитываю 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. В 6-ю я вставляю крючок и провязываю столбик. И еще последнюю петельку мне осталось провязать. Вот таким образом мы сделали отверстие для пальца. Делаем соединение. Также вы можете примерить и посмотреть, устраивает ли вас такое отверстие. Если, допустим, вам давит или неудобно, можете сделать больше воздушных петель, допустим, 6, и тогда внизу также пропускайте 6 петелек. Либо, может, поменьше вам надо, тогда поменьше делайте петелек. Сколько воздушных петель сделали сверху, столько же пропускаем мы внизу. Так, у нас идет далее 7 ряд. Мы также провязываем столбики без накида. Вот дошли до места, где у нас идут воздушные петли. Здесь в каждую воздушную петлю мы провязываем по одному столбику. Получается, здесь у нас должно быть 5 столбиков. Пятый столбик. Далее провязываем вот здесь вот столбик. И уже остались 2 петли. Сюда провязываем по одному столбику и делаем соединение. Последующие ряды у нас вяжутся одинаково. В каждом ряду у нас будет по 22 столбика. Итак, мы провязываем до 16 ряда. Вот я провязала всего 16 рядов. Также можно примерить и посмотреть. Вот я довязала до мизинца. И далее последующие ряды мы будем вязать уже с убавками. Провязываем 17 ряд. И здесь мы будем через один столбик провязывать убавку. Вводим крючок в петлю, вытягиваем петельку. Далее в следующую. Вытянули. И все 3 петельки мы провязываем вместе. Таким образом делается убавка. Далее в следующую мы провязываем столбик. Затем снова делаем убавку. Вытягиваем, не провязываем. В следующую снова вытянули. И 3 петельки провязываем вместе. Далее 1 столбик. И так чередуя провязываем до конца. Всего получается в 17 ряду у нас будет 7 убавок. В конце ряд заканчивается одинарным столбиком. Делаем соединение. И 18 ряд мы вяжем без убавок. Просто в каждую петлю мы провязываем по одному столбику.
Провязываем последний 19 ряд, и здесь мы уже провязываем 7 убавок. Вытягиваем петельку, не провязываем, в следующую 3 петельки на крючке провязываем вместе. Далее вводим в следующую, вытянули, не провязываем, в следующую снова убавка. В конце мы делаем соединительную петлю. Далее ниточку обрезаем и полностью ее вытягиваем. Теперь продеваем нить в иглу. И вот здесь вот прошиваем. Выводим иглу на изнанку. Варежку вот так вот выворачиваем. И еще в нескольких местах можем здесь закрепить. Не забудьте в конце подпалить кончик пряжи, чтобы он не ссыпался. Теперь мы будем провязывать большой палец. Для этого делаем петлю. Заводим крючок вот сюда вот, в петельки. Вытягиваем. И здесь по краю мы провязываем столбики без накида. Провязываем первый столбик, второй и так далее. По кругу двигаемся. Всего должно получиться 13 столбиков. Делаем точно такое же соединение. И во втором ряду мы также провязываем столбики. У нас должно получиться тоже 13 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду мы сделаем 2 убавки через 4 столбика. Делаем убавку. Далее провязываем 4 столбика. И снова делаем убавку. После убавки провязываем оставшиеся 4 столбика. Делаем соединение. Далее 4, 5, 6 ряд мы провязываем без убавок. В каждую петлю мы провязываем по столбику. И в ряду должно получиться 11 столбиков.
Провязываем последний 7-й ряд, и здесь мы делаем только убавки. Всего должно получиться 5 убавок. Вот у нас первая убавка. Далее провязываем вторую. Третья. Четвертая и пятая. Далее делаем соединение, провязываем соединительную петлю, далее ниточку обрезаем, полностью вытягиваем. Теперь нам осталось только прошить вот этот вот кончик. Продеваем нить в иглу, прошиваем в нескольких местах. Иглу выводим наизнанку и там потом кончик прячем. Не забудьте еще кончик нити подпалить, чтобы он не осыпался. Вот и связали мы варежки. На вторую руку вяжется точно таким же образом. Надеюсь, вам все было понятно. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки и не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся в следующем мастер-классе.